Раз, два. Вот сейчас должно быть слышно. Да? Я прошу прощения. Меня не было слышно. Но сейчас должно быть слышно. Да. Ошибка. Так, сейчас слышно. Да, давайте еще раз начнем сначала. Меня зовут Егор, я вас приветствую, как обычно, по пятницам в 6 часов вечера на этом канале. Я программист, и вы программисты. Мы обсуждаем карьеру программистов, их жизненные трудности, философию их бытия. Вы задаете вопросы, я пытаюсь делиться своими накопленными знаниями, опытом. Вопросы могут касаться менеджмента, карьерного роста, архитектуры программных систем, может быть, инвестиций, стартапов. Это то, в чем я более-менее чем-то могу поделиться. Итак, поехали. Первый вопрос задает, видимо, студент. В этом году буду писать ВКР. Мне кажется, ВКР – это выпускная курсовая работа, как-то так расшифровывается. Хотел бы спросить совета, как подойти к выбору темы. Хочется все-таки что-то достойное сделать, а не очередной сайт, выдав его за диплом. Действительно, большинство студентов делают какие-то несложные задачки, поделки, такие больше инженерные работы и получают свои оценки за курсовые и дипломные работы. Я сталкиваюсь с этим лично, когда принимаю работы у студентов. И, в общем-то, когда ко мне приходят студенты. Каждый год я беру десяток, а то и даже полтора десятка студентов как руководитель, и они делают курсовые работы под моим руководством. И часто вижу, что студентам это поначалу интересно, на первых порах. Они берут тему вроде бы с энтузиазмом и с удовольствием. Мы часто созваниваемся на старте, обсуждаем, а затем интерес теряется. И к середине или ближе к концу срока, отведенного для этой работы, они меняют тему, уходят к другому руководителю. Я вижу, на какую тему они меняют, и зачастую это темы, которые действительно несложные инженерные работы, типа создания еще одного телеграм-бота или еще одного сайта для бронирования билетов на какие-нибудь футбольные матчи. Я вам предлагаю в первую очередь решить для себя. Вам действительно нужно потратить время на серьезную работу? Или вам нужно получить оценку? Ответьте на этот вопрос с самого начала. Если вам нужна просто оценка, то честно себе об этом скажите, и тогда вам будет проще найти такую тему, которая вас не будет сильно отвлекать. И вы ее легко сдадите. И для большинства людей этого достаточно, для большинства студентов. Но если вы действительно хотите поработать и совместить приятное с полезным, и немного сделать науку, и при этом и диплом защитить, получить от этого для себя выгоду, то постарайтесь сделать так, чтобы тема касалась того, чем вы и так занимаетесь, или чем вы хотите заниматься, или что в вашей карьере предполагается как следующий шаг. Вы можете прийти ко мне, я беру студентов каждый год, и не обязательно вы должны быть из Вышки или из Иннополиса, тех университетов, в которых я преподаю. Вы можете быть из другого университета, я могу быть, как это называется, приглашенным руководителем. Мы можем это без проблем оформить с вашим деканатом. Но вы должны понимать, что тема эта, она должна быть вам выгодна. Вы должны видеть в ней перспективу дальше. После того, как вы защитите свою работу, что дальше будет с этой темой. Если это просто на период защиты, на период сдачи курсовой, у вас не получится, вас это будет тяготить и отвлекать, и вы не справитесь. Ищите тему, которая близка вашей карьере. Дальше. Как разработчику, одичавшему после аутсорса, успешно адаптироваться под стандарты продуктовой компании, например, высокий процент покрытия тестами, строгий код-ревью, мониторинг ошибок? Страшно, пишет Артем. Сложно адаптироваться. Аутсорс – это, да, такая грязная территория, где качество мало кому интересно, нужно просто что-то сделать, чтобы это работало. И жизненный цикл, скорее всего, очень короткий у этого продукта будет, который вы делаете на аутсорсе. Не знаю, ничего не подскажу. Постарайтесь, мой совет, он, мне кажется, уже в зубах завяз. Пытайтесь как-то себя в open source проявить. Идите туда, где будет работа вашей жизнью, где вы создадите какой-то продуктик, фреймворчик,
и будете с ним жить долгое время. Там в нем будете строить свою маленькую локальную территорию добра. И там будете учиться качественному программированию. А на аутсорсе будете зарабатывать деньги и понимать, что там у вас на работе все плохо, но там платят, а в open source у вас все хорошо, но за это никто не платит. Дальше. Предлагают такую ситуацию. Вам достался старый ужасный монолит на технологии, с которой мало опыта, и нужно провести по нему аналитику и сделать задачи. С чего бы вы начали, какой план действий? Я бы действовал, опять же, через open source. Я бы пытался в этом монолите найти какие-то фрагменты, которые можно из него выделить, изолировать и привести хоть в какое-то благоприятное состояние. И в идеале, конечно, выложить их в open source. Любой монолит можно разрезать на большое количество составляющих. И каждую составляющую отдельно протестировать, отдельно продеплоить, отдельный жизненный цикл выстроить в ней. Тогда самое главное случится, у вас появится мотивация. Все эти монолиты, они почему такие? Почему такой грязный legacy код? Потому что никому не интересно этим заниматься. Программистам это некомфортно, такая работа. И поэтому там возникает огромный технический долг. Потому что каждая задача это на отвали. Да, мне дали эту задачу, я ее сделаю, но я видеть не хочу то, что там сделали до меня 25 предшественников. Люди увольняются, меняются, ротация высокая, и код в итоге деградирует. Вам нужно выделить часть, и в этой части появится мотивация, потому что размер кода будет маленький. Будет понятно, что это все можно в какой-то ближайшей перспективе привести к чему-то качественному. У вас появится свет в конце туннеля. Сейчас у вас его нет, и поэтому вы разочарованы. Дальше. Что думаете по поводу нового законопроекта про поиск экстремистских материалов и запрет на рекламу VPN? Это уже Гойда или еще нет? Ну, я думаю, что нас, программистов, которые... Я, например, не представляю для себя, как я буду без VPN жить. Я, может быть, соглашусь с тем, что рекламировать не нужно эту услугу для массового населения. Но я им пользуюсь и в России, и в Китае, и в Америке. И у меня 3 VPN-сервера в 3 разных странах мира. Если мне это запретят, я буду все равно этим пользоваться. Я буду обходить. Но это мой кейс. Я не 150 миллионов населения страны этой или любой другой. Миллионы людей, они должны быть под определенным информационным контролем. Я за это, я за цензуру 2 руками. Я за то, чтобы информация была регламентирована. В массы выходящая информация. В массы. Но для людей, интеллектуалов, не должно быть барьеров, и они найдут способ обойти эти барьеры. Всегда так было, всегда так будет. Диссиденты были при любом режиме и будут при любом режиме. Сколько им VPN не закрывая, они все равно доберутся до нужной информации. Но в массе простому человеку не нужно видеть то, что видеть не нужно. Поэтому, да, правильно делают, блокируют, закрывают, ставят под контроль, чтобы можно было как-то управлять сознанием масс в каком-то направлении. Но невозможно жить в обществе, в котором происходит все хаотично и по воле случая, по воле толпы, как считается должно быть в демократическом обществе. Толпа бежит туда, и мы все согласны и бежим туда. Так не будет жить, так долго не просуществует никакое общество. Над обществом все равно стоят элиты, над ним все равно стоит какая-то власть, люди, которые определяют, куда будет двигаться общество. Так лучше пускай эта власть будет явная, очевидная, пускай она себя проявит в виде конкретных законов и скажет, чего она хочет. Чем власть, которая под ковром действует, мы не понимаем, кто она, какая она, что она от нас хочет, но в итоге мы видим последствия, что нас разворачивают в определенную сторону. Я за четкость и за контроль, безусловно, за информационный в том числе. И в политике, и в бизнесе, и в командах. Мы можем от политики перейти к управлению командой программистов. В команде должно быть понятно, чего хочет руководство. Руководство должно сказать, я хочу конкретно этого. Вот так хорошо, а вот так плохо. И если вам руководство этого не говорит или отделывается пространными рассказами, разговорами о том, что может быть по-разному, может быть так, то вы имеете дело с
с завуалированным определенным предательством. Вами управляют, но не хотят об этом вам говорить. То ли боятся вас, то ли считают вас за дурака. И, конечно, так жить и работать некомфортно. Дальше. Вы, наверное, слышали про скандальную свадьбу Безоса недели 2 назад. Допустима ли такая вседозволенность людям, владеющим, пускай и таким капиталом? Ну, как слово «допустимо»? Ну, как их остановишь? Нет, недопустимо. Я считаю, что все люди должны жить примерно одинаково, в одинаковом уровне достатка, примерно. Безусловно, есть люди, которые работают больше, лучше, ну и у них должно быть квартира в 2 раза больше, чем у тех, кто работает хуже. Но не в 200 раз и не в 2000 раз. Я выступаю за равенство, более-менее равное распределение ресурсов. Я не считаю, что жадность и алчность – это единственный возможный мотиватор для творчества. Мне скажут противники равенства финансового. Зачем, мол, Безос будет работать, если он не знает, что в конце его ждет яхта на 500 метров и свадьба на 500 000 000? А я вам скажу, что будет работать. Есть другие мотивационные инструменты у человека. Конечно, если он видит, что рядом есть люди, которые позволяют себе такое, то он будет хотеть такого же. Но если, условно говоря, запретить такую роскошь в масштабах цивилизации, в масштабах планеты, не в одном отдельно государстве, как в Северной Корее. И, конечно, люди, находящиеся в Северной Корее или в Советском Союзе, будут смотреть за забор и понимать, что в Америке, оказывается, можно купить себе и яхту, и что угодно, просто будучи программистом, например. Вот ты программист, ты напрограммировал какую-то систему, и у тебя яхта. А ты сидишь в это время в СССР, ты тоже программист, и у тебя просто не 2-комнатная квартира, а 3-комнатная. Ну и у тебя еще медаль есть, у тебя еще есть орден за заслуги, у тебя есть сталинская премия, но все это несравнимо по объему с тем, что получает программист, сидящий в Microsoft, например, или создающий Microsoft. Вот Билл Гейтс создавал в 70-х и начале 80-х годов свой Microsoft и становился миллиардером. А в это время его коллеги-программисты в СССР получали, ну, в лучшем случае, какие-то премии, награды, поощрения, но это совсем не то. Так работать не будет. Конечно, будет зависть, и, конечно, все будут мчаться за забор и пытаться убежать из Северной Кореи туда, где можно яхту купить. Но если по всему миру убрать излишний капитал как инструмент мотивации, а оставить только общественное признание, медали, ордена, грамоты, то люди и не будут рваться к этому, потому что нет смысла, нет такой задачи быть владельцем яхты. Яхты у нас общие, мы на них ездим в круизы все вместе. Кто заслужил, тот ездит на яхте, кто не заслужил, тот пока в санатории, там на лодке плавает. И все, это будет работать. Желание выделиться, желание быть лучше других, оно, безусловно, самый главный мотивационный фактор. Как в социуме, так и в команде. Когда у вас есть программисты в команде, то вы уже понимаете и видите это сами. Каждый хочет быть лучше других. Для него это очень важно. Важнее, чем даже зарплата. Ну, все-таки в современном обществе зарплата важна, опять же, по тем же причинам, как я сказал. Но программисты хотят быть лучше других программистов. Я хочу знать, что я работаю лучше, чем сосед, который рядом сидит. И если я это знаю, то меня мотивирует это двигаться, меня это толкает вперед. Но для этого нужно убрать то, что за забором происходит. Но пока мы этого убрать не можем, то будут такие, как Безос, и они будут устраивать себе такие вечеринки. И это, возможно, даже делается, может быть, даже не только Безосом, а всей системой. Может быть, его даже в эту сторону мотивируют, чтобы он делал такие презентации, чтобы были эти образы успешных, в капиталистическом обществе успешных людей. Каждый из нас посмотрел на это и позавидовал. И подумал, я тоже буду трудиться активно, и в итоге у меня будет когда-нибудь тоже яхта, я буду тоже как Безос. Думаю, что это такой формат организации общества, он не самый эффективный. Куда лучше строить через ордена и медали, чем через алчность и финансовый такой фактор. Дальше.
Как вы думаете, мертв ли IT-рынок в России на данный момент? Как мы можем стабилизировать рынок, чтобы начинающие могли зайти и спокойно учиться и работать, учиться у старших, а не накручивать по 10 лет опыта? Я не думаю, что он мертв, рынок. Я думаю, что он закрыт, и это вот мешает, что у него есть такая тенденция сейчас особенно к превращению в локальный рынок. Вместо того, чтобы быть глобальным, нас заталкивают в локализацию, делают так, что мы делаем продукты для местных. У нас, безусловно, много граждан, много жителей в России. 150 миллионов. Конечно, это достаточно для, как потребителей. Но это недостаточно для создания Твиттера. Это недостаточно для создания систем типа, там, я даже не знаю, крупных систем, которые... Сейчас, секунду, тут что-то у меня YouTube говорит. Надеюсь, вы меня слышите. Это недостаточно для создания больших систем этого рынка. И плюс еще к тому у нас языковая изоляция. Мы говорим по-русски здесь и не на том языке, на котором говорят большинство стран в мире. Американцам, конечно, проще. У них язык, который понимают очень многие страны во всем мире. Так что нехорошо, не нравится мне это. Вот так. Я не за локализацию. Я считаю, что нужно пытаться быть все-таки глобальным. Несмотря на политические проблемы, несмотря на санкции, изоляцию, несмотря на то, что нам из всех телевизоров рассказывают, что наши враги в Европе, наши враги в Америке. Это по политическим критериям, да, наверное, они враги. Но для айтишников, мы должны быть выше этого. Когда был Советский Союз, Америка тоже была врагом, но мы строили мостики, мы пытались общаться с ними, и были конференции совместные, и мы туда летали, и они сюда летали. Как-то пытались обходить политические ограничения. Так вот я думаю. Я, наверное, не ответил на ваш вопрос про IT-рынок. Можем ли мы его стабилизировать? Как стабилизировать? Делайте международные продукты, не делайте российские продукты, не делайте продукты только для России. Делайте их здесь, локально, получайте здесь инвестиции, если это вообще возможно. Стройте здесь команды, но делайте продукты на английском языке. Делайте продукты, которые сразу же ориентированы на international рынок. Пытайтесь открывать их, а не закрывать, если это возможно. Дальше. Для собеседований нужно ли знать все? Как это можно побороть в себе и сказать, что я сейчас не знаю, а потом узнаю, и не волноваться по этому поводу? Я читал недавно такую мысль, что на собеседовании важно не то, что вы знаете, и как вы знаете, и какая у вас подготовка, и ваши технические навыки, а то, насколько вы понравитесь тем, кто вас интервьюирует, и они захотят с вами работать. Насколько вы им как человек будете симпатичен, и им будет комфортно представить вас в их коллективе. А то, что вы чего-то не знаете, вы выучите по дороге. То, что вы в чем-то слабее, чем они ожидают, вы это по дороге найдете. Вы должны их приходить на собеседование как на свидание с девушкой или с парнем. Считайте, что ваша задача не факты на стол выложить, как на первом свидании, и рассказать, что у меня есть, кто я, где я работаю. Так вы мало кому можете понравиться, только какому-то тоже фрику, интроверту, может быть, который пытается просто по чек-листу найти себе партнера. Но в нормальном свидании вы пытаетесь сдружиться с человеком. Вы пытаетесь найти с ним общий язык. Находите общий язык на собеседовании. Очень многие этого не делают. Многие приходят на собеседование и сидят молча и говорят: давайте следующий вопрос. Окей, он ждет, ты ему задаешь вопрос, он ответил, опять молчит, ждет следующий вопрос. Он сам же превращает собеседование в interrogation, как это сказать по-русски, в допрос.
Не делайте так. Считайте, что вы пришли на свидание и пытаетесь тоже задавать вопросы, пытаетесь разговаривать. Смотрите, как с вами общаются, на каком темпе, в каком формате, кто с вами говорит. Это человек, как он расположен, какое у него настроение. Будьте коммуникабельным, компанейским человеком, и тогда технические вопросы будут не так важны. Вас не допрашивают там, в вас пытаются влюбиться. И если вы им мешаете, то они и не влюбятся. Помогите им в вас влюбиться. Дальше. Спрашивают, почему EOLang, это наш экспериментальный язык программирования, объектно-ориентированный, написан на Java, хотя вроде бы сами отмечали, что Java неэффективно работает с ООП, вроде бы на ершовской лекции. Почему бы не использовать что-то более низкоуровневое? Мы, когда создавали EOLang, нашей задачей было не создание чего-то, что будет быстро работать, а создание концепции объектно-ориентированного программирования, которая будет лучше, чем другие существующие концепции на рынке. И скорость работы нас мало интересовала. Более того, если вы посмотрите сейчас скорость работы EOLang, и скорость компиляции, и скорость выполнения программ, то они на несколько порядков ниже, чем любой другой язык, чем Python, Ruby, JavaScript, любой. Он работает супер медленно. Ну и мы совершенно не напрягаемся на этот счет. У нас нет пока задачи ускорять. Мы хотим построить стройную объектно-ориентированную модель, в которой можно будет, как нам кажется, красиво написать объектно-ориентированную программу и соединить объекты друг с другом. Потом, когда у нас получится, у нас до сих пор еще это не получилось до конца. Мы до сих пор имеем некоторые белые пятна, где нам непонятно, как должно быть. Например, вопрос concurrency у нас до сих пор не решен. Мы не знаем еще, как многопоточность правильно в языке представить. Ну и ряд других вопросов. Когда мы на них до конца ответим, мы скажем, окей, у нас гармоничная и элегантная объектная модель в руках, мы можем написать на ней красивые программы, а теперь давайте подумаем, как эти красивые программы запустить на такой скорости, чтобы они были сравнимы с C++ программами. И вот тогда мы выберем другой компилятор, напишем его, и другой рантайм. И обратимся к вам, к аудитории, попросим помощи, может быть, нам кто-то захочет помочь. Приходите к нам в проект, у нас есть телеграм-канал, телеграм-группа, точнее, для нашего языка программирования, там почти 200 человек. Мы туда частенько сбрасываем задачи, которые требуют помощи. Мы пишем на Java, на Haskell, на JavaScript и на XSL. Эти 4 основные технологии для нас. Нам очень нужна помощь. Есть задачи, которые висят уже по несколько месяцев, и они несложные, на наш взгляд. Нужно только подключиться, сделать contribution, и вы поможете созданию чего-то вполне себе фундаментально интересного в перспективе. Дальше. Я работал QA Automation в загнивающей компании. Устроился мануал-тестером в новую Forex-компанию. Хотел бы развиваться в этом как ценный специалист. Возможно, у вас будут советы. Ну, я думаю, что мануал-тестинг достаточно бесперспективная карьерная дорожка. Не хочу обижать никого, но мне кажется, это так. Потому что вы всегда просто замена роботу, которого еще просто пока не создали, потому что была лень, потому что не хватило времени, по каким-то еще причинам. Но его создадут рано или поздно. Рано или поздно ваши мануальные процедуры, выполняемые вами, будут автоматизированы. И вся ваша ценность карьерная будет нивелирована. Переходите на автоматизацию тестирования. Вы можете начинать с мануального тестирования, но постоянно думайте о том, как это превратить в роботизацию. Как себя заменить, как убрать себя из этого пайплайна и сделать так, чтобы роботы тестировали, а не люди. Дальше. Ты в одном из докладов, мне пишут, упоминал, что MVC – это антипаттерн. Какие в таком случае можешь назвать альтернативы получше и какой должна быть архитектура типичного веб-приложения? У нас есть такой фреймворк, Takes называется, takes.org. Зайдите на сайт и посмотрите, там реализована, как нам кажется, правильная концепция веб-приложения без MVC.
Про MVC у меня есть статья на блоге, где я рассказываю, почему это антипаттерн. Главная проблема MVC – это буква C, контроллер. Контроллер – это процедура. Даже название само за себя говорит. Контроллер. Он что-то, кого-то, кем-то, как-то управляет, контролирует. Отсюда у него название контроллер. Мы знаем, что буква ER, суффикс ER в конце названия класса и объекта – это первый признак или один из первых признаков неправильного дизайна. А здесь этот признак присутствует целиком в парадигме архитектуры. Контроллер, он кого-то контролирует. Этого не должно быть. Должны быть объекты. Должен быть объект view, должен быть, если уж мы говорим model view controller, должен быть объект view, должен быть объект model, пускай останутся эти две буквы. Но между ними должны быть другие объекты какие-то, которые будут из модуля или из нескольких модулов собирать вместе во что-то новое. Должен появляться новый объект какой-то, который тоже модуль, только следующего уровня. Потом над ним появляется еще один объект, который тоже модуль своего рода, только следующего уровня. И в итоге мы доходим до view, который тоже модуль, просто умеет еще себя в HTML показывать. Но у нас не должно быть слоя контроллер. А у них получается контроллер главный, на который влетают HTTP-запросы, он их диспетчеризирует, там еще бывает диспетчер перед контроллером. Сначала стоит диспетчер, он разбрасывает запросы по контроллерам, контроллер определяет, какую модель взять и где, и сколько этих моделей. Потом из этих моделей он собирает какие-то данные, вынимает из моделей, модели анемичные и ничего не понимают, что происходит. Он из них делает экстракцию данных, инжектит эти данные во вьюшки, и вьюшки рендерит в HTML и отдает диспетчеру, диспетчер отдает дальше на TCP-порт. Ни модель, ни view не понимают, что произошло. Они абсолютно анемичные, бестолковые участники процесса. А должно быть все построено из объектов. Объекты низкого уровня – это модели, потом более сложные, и так в иерархию, как у нас во фреймворке Takes. Takes.org. Заходите и копируйте, используйте этот Java фреймворк, который рабочий, мы его используем в десятках приложений, реально работающих, и нас все устраивает. И по перформансу он окей справляется, и дизайн получается хороший. Кто им пользовался, может нажать кнопочку лайк. У нас нет альтернативного такого же фреймворка для других языков программирования, типа JavaScript, например, или Python. Давайте создадим. Если у вас есть желание, возьмите Takes за прототип, за концепцию, и сделайте такой же на Python. Я с удовольствием буду участвовать в рекламе этого продукта, если вы его создадите. Дальше спрашивают меня, вас когда-нибудь сокращали или увольняли на работе? Если да, как вы справлялись? Что думаете насчет спада IT-рынка и массовых сокращений? Не боитесь ли, что вас сократят на текущей работе? Да, меня и сокращали, и увольняли, и понижали, все что угодно было со мной. Это некомфортная ситуация. Я вам не дам рецепта, как легко с этим справиться. Конечно, это неприятно. Вы должны в этот момент, когда это происходит, вы должны пытаться опереться на свой собственный классификатор успешности, своей собственной. Вы должны иметь свою некую шкалу своей ценности для этого мира или этого мира ценности для вас. Когда вас увольняют, вам серьезно бьют по самооценке. Вам говорят, вы ничтожны, вы бесталанны, вы не нужны. Мы вас отвергаем, мы вас не выбираем, мы не хотим вас, потому что вы плохой, потому что это ваша проблема. Вы вот идите и наложите на себя руки, вы не нужны этому обществу. Это фактически сообщение, которое вам работодатель посылает. Пускай он даже это завуалировать пытается, рассказав, что это рынок такой, что это ситуация такая. Все равно вы получаете именно это сообщение, что вы не такой, как они ожидали. И у вас должна быть какая-то опора в виде своей системы оценки. Допустим, вы считаете, что ваш жизненный путь на ближайшие 30 лет должен состоять из таких-то этапов, и вы должны сделать это. И вы понимаете, что да, на этапе номер 13 у вас произошла заминка, и вы свернули немного не на ту дорожку, и вы в следующие несколько лет должны вырулить и пойти по тому пути, куда вы шли. И то, что к вам какой-то конкретный работодатель отнесся вот так, как он отнесся, это, безусловно, неприятно, но это не сбивает вас с пути.
если он у вас есть. Проблема в том, что у многих нет этого пути. Мы не знаем, зачем мы существуем, зачем мы родились, какой в нас смысл. Ну, я писал вчера Model View контроллеры делал, потом меня уволили, я пошел делать на Форексе, вот Форекс какой-то автоматизировать, потом меня уволили, я пошел QA Automation делать, потом меня уволили, я пошел мануальным тестером работать. Кто я? Зачем я нужен? Мы не знаем, как ответить на этот вопрос, многие из нас. Ищите этот ответ. Если вы его найдете, держитесь за него. Даже если он будет неверный, даже если вы выберете странный ответ для себя, но он должен быть ваш. Прицепитесь к нему, скажите себе, что моя миссия на этой земле, она вот такая. Я хочу, что угодно придумайте. Новый язык программирования сделать. Или я хочу, я простые вещи, которые мне понятные предлагаю. Или я хочу, например, создать... не знаю, новый фреймворк, который лучше, чем MVC. Я вот разберусь в MVC, я скажу этому миру, в этом моя миссия. Поэтому я нужен социуму. Они хотят меня. То, что какой-то начальник меня не хочет, ну и черт с ним. Меня в целом хотят, цивилизация меня хочет, люди. Не держитесь за эту концепцию. Без нее будет крайне сложно. Дальше. Поддерживаете ли вы open source модель, где бизнес обязан либо донатить, либо контрибьютить, либо пользоваться бесплатно? Либо донатить, либо контрибьютить. Ну, я не знаю, возможно ли это в реальном мире, вот создать такую, так заставить эти бизнесы вообще по всему миру как-то донатить или контрибьютить. Я думаю, что это все фантастика, потому что люди будут продолжать писать бесплатно, как мы обсуждали сегодня про диссидентов. Вы повыключайте все VPN, закройте, посадите людей в подвалы, все равно будут люди все это делать, писать книги, а тем более сейчас в мире интернета будет бесплатно в итоге. Так что я за то, чтобы бизнес... Мне нравится такая модель. Мне нравится, когда много open source решений, и люди пишут в open source, и компании делают open source решения, и весь софт, который мы делаем, он open source. Но потом компании, используя эти open source решения, добавляют туда сервисный уровень. Ну, допустим, вы берете какой-нибудь, типа, например, Amazon Cloud. Огромный портал, на котором десятки или, мне кажется, сейчас уже под 100 сервисов. Все это должно быть в open source, весь продукт. А Amazon сверху добавляет свое железо, добавляет сотрудников, добавляет уровень поддержки, добавляет обработку денег. А софт open source. Представьте, как это было бы здорово, если бы у всех был доступ к исходникам всего Amazon Cloud. От этого бы выиграла вся планета. И вряд ли бы, может быть, нашелся какой-то конкурент Амазону, который бы просто это все украл, построил и запустил на таком же железе. Может быть, это было бы и возможно. Ну и хорошо тогда. Значит, Амазон бы перешел бы в руки другого капиталиста. Это, может быть, уже дальше как утопия звучит, но хотелось бы, чтобы было так. Чтобы все было открыто, весь софт был открыт, а мы бы, может быть, вложили бы дополнительные силы в юридический контроль и защиту авторского права. Не с помощью закрытия софта и разделения мира на open source и не open source. Все open source, но воровство мы будем наказывать, ловить и пресекать. Дальше меня спрашивают, что такое ассоциативность. Не очень понимаю, к чему этот вопрос. Когда что-то с чем-то ассоциируется, или это вопрос из объектно-ориентированного моделирования. Там есть ассоциативные связи. Не очень понял. Дальше. Я программист, пишет нам Сулейман, и хочу открыть свою компанию. Нужно ли мне учиться идти в бизнес-администрейшн, MBA, видимо, или BBA? Я бы сказал, что лучше да, чем нет. Несмотря на то, что я не особо так большой любитель всяких высших образований, таких формальных, но говорят, что MBA или BBA, как вы пишете, он дает вам то, что вы получите и так, но лет за 10 работы. Вы
узнаете все, что там, все, чему там учат, и что такое profit и losses sheet, и что такое балансовый отчет, и что такое много всего, что такое маркетинг, что такое менеджмент, что такое HR, что такое матричная система управления. Вам расскажут много того, что вы и так выучите, но долго вы это будете делать. Там вам компрессировано, это первое. И второе, там много будет контактов у вас. Особенно если это качественный и дорогой MBA. Вы познакомитесь с десятками, тоже, может быть, и сотней человек, которые тоже пришли делать бизнес. И узнав их в неформальной обстановке, вы сможете потом к ним обратиться, вы сможете потом с ними строить, может быть, совместный бизнес. Так, давайте посмотрим ВК. Там мало вопросов, но тем не менее. Пишет нам Марк. Я джуниор. Гид показывает, что я пишу в среднем по 300 строчек кода в день. Насколько это норм? Сколько строчек кода в день вы считаете хорошим уровнем для джуна? Я думаю, 300 строчек это не очень много, но это и немало. Если каждый день консистентно контрибьютите по 300 строчек, и эти строчки проверяются, эти строчки проходят ревью, если эти строчки проходят через систему анализа исходного кода, то это вполне себе, это примерно 2 pull реквеста, 3 pull реквеста в день. Я думаю, что это очень неплохая скорость. Неважно, джун или не джун, я думаю, что senior developer должен также контрибьютить, может быть, побольше, наверное, но junior точно. Тут пишут, что я интересовался мобильной разработкой на Swift. Это было давно, да, лет 7 назад. Получилось ли что-то создать? Я пробовал, что-то такое склеил, какие-то приложения в то время, когда интересовался. Я не очень впечатлился. В то время Swift экосистема была крайне неразвитая. Например, не было никакого статического анализатора. Я не мог понять, хорошо я программирую или плохо. Я просто писал, как пишу, и не было ниоткуда подсказки. Так что я немного это дело отложил. И мне вообще показалось, что мобильная разработка это какая-то как будто бы наихудшая экосистема из всех возможных, потому что там как будто бы дизайн сделан максимально коряво, максимально на костылях, и там очень много компромиссов между скоростью и качественным дизайном. Если в back-end девелопменте мы все-таки можем как-то постараться и сделать красиво, и на скорость это не так повлияет, то в мобильной разработке нам прям вот важно все делать криво, косо, но скорость важна. И это желание делать быстро и необходимость делать быстро, поскольку устройства медленные, приводит к такому крайне костлявому дизайну. Тогда мне так показалось. И даже, говорят, на андроиде, я и Android тоже попробовал. На андроиде, говорят, еще хуже все устроено в этом их SDK. А на iOS вроде бы тоже. Совершенно мне не понравилось. И я, чтобы не портить себе настроение, перестал в эту сторону смотреть. Дальше. Пишут мне, вы говорите, лучше увольнять разработчиков без нужного уровня, но не обучать их. Но, может быть, компания сэкономит средства, нанимая менее квалифицированных и обучает, когда будет нужно. Вы знаете, я согласен, что, наверное, обучать разработчиков это не самое хорошее вложение. Я бы этого не делал. Я этого не делал в своих компаниях, мало этого делал, и в итоге пришел к выводу, что эта штука такая достаточно бесполезная. Вы даете человеку то, что что он не заработал. Вы бесплатно ему даете знания, как в начальной школе. Ребенку это не нужно, он не хотел, не просил, его начинают учить, читать, писать, считать, тригонометрию, алгебру. Ему это не нужно, такого запроса у него не было. Он хотел чего-то другого. И, конечно, он не ценит это. Он никогда не скажет «спасибо, мой первый учитель, который меня научил считать и писать». Кто это говорит? Никто. Родители говорят. Но ребенку это совершенно непонятно, как он может любить этого учителя, который заставлял его первые 3 года заниматься какой-то совершенно ему несвойственной деятельностью. Также и сотрудники. Вы будете их учить, они будут все это принимать, еще и критиковать вас будут. Это я обращаюсь вы спрашиваете от лица владельца компании или руководителя. Они будут это все критиковать, обсуждать в коридорах, какой вы бестолковый, какие вы бестолковые курсы им приготовили, и как это никому не нужно, и так далее.
и получат от этого небольшую выгоду, а если получат выгоду, если они станут более грамотными, то они в итоге уволятся и пойдут в другое место. Ну, они и так уволятся. Вы знаете, текучка кадров, она очень высокая на современных рынках в России, в Европе и в том числе в Америке. Вот OpenAI вкладывал в сотрудников, и вы сами знаете, что с ними происходит сейчас. И что? Надо делать не так. Нужно делать так, чтобы сотруднику было выгодно учиться. Ставьте ему более сложные задачи. Ставьте ему бонусы за выполнение этих задач. Назначайте ему премии за реализацию каких-то новых алгоритмов, техник, новых проектов. Кормите его морковкой за то, к чему он сам добежит. Но не подталкивайте его сзади. Он бежать так не будет. Дальше. Куда расти, если ты QA-лид? Хотелось бы приносить пользу обществу. Куда расти? Ну, обсуждали это много раз. Растите в менеджмент, становитесь более высоким менеджером. Но это не про технический рост. Это вы должны для этого быть... другие вам нужны навыки для роста по карьерной лестнице, если вы хотите менеджером стать. А технически куда расти? Наверное, вам стоит опять же в автоматизацию. Если вы QA занимаетесь, то вы должны быть гуру по автоматизации. Вы должны создать свой фреймворк. Вы должны сделать свой продукт на рынке, который автоматизирует. Да, вы работаете где-то на зарплате, но при этом у вас должен быть свой какой-то отдельный такой pet project, в который вы вкладываете свои выходные, свои рабочие часы в том числе. Туда растите. Покажите рынку новое что-то. Вот вы QA-лид. Вы получаете зарплату, вы что-то там тестите. А рынку вы что отдали? Нам, Computer Science, мировому сообществу. Вы книгу написали про автоматизацию или про QA? Или, может быть, курсы какие-то организовали? Может быть, лекции прочитали, поделились знаниями? Отдайте нам что-то, и это вам поможет расти. А так вы, получаетесь, едите, зарплату проедаете и спрашиваете, куда мне расти? Вот приносите, вот вы правильно говорите, как приносить, хотелось бы приносить пользу обществу. Приносите ее через раздачу знаний. Дальше. Вы говорите делать свои проекты и так далее. Какая цель в этом? Заработок или знание? Когда вы начинаете делать свои проекты, вы ставите какую цель? Да нет, я думаю, что это и не заработок, и не знание, это удовольствие. Ну, я такую цель ставлю, мне просто нравится. Я не думаю о заработке, когда стартую какой-то свой open source там, продукт или... Я думаю о заработке, конечно, когда опять же, тоже не думаю о заработке. Я думаю о том, как сделать то, чего нет, как сделать то, что мне кажется необходимым, важным. Ну, я понимаю, что за это хотелось бы, чтобы заплатили. Это было бы здорово. Но так, чтобы я сказал, так, как бы мне заработать деньги? Ну, можно такой вопрос себе задавать, но мне кажется, этот вопрос, он должен быть задан тогда, когда у вас нет совсем денег, когда вы находитесь на дне пищевой цепочки или как это, в нижнем ее крае, и у вас нечего поесть, и негде пожить, негде жить, негде спать, тогда вы, конечно, говорите, я озадачен вопросом заработка денег, и я буду делать, что для этого нужно. Но если у вас уже есть достаточно денег, чтобы обеспечить себе закрыть базовые потребности, то дальше, так мне кажется, нужно двигаться из интереса. Что вам интересно, к чему вас тянет. И это каждый раз решение какой-то проблемы. Вы видите, что ее никто не может решить, а я решу. Вы видите, что все ошибаются и делают неправильно. Я вам сейчас покажу, как правильно. Я вам докажу, я вам объясню. Я знаю как. Дайте мне договорить. И отсюда, возможно, станет и денег больше. Но это не точно. Не факт, что вас заметят, оценят финансово. Очень многие люди не приходят к финансовому успеху, будучи двигаясь в таком формате. Здорово, когда у людей соединено желание зарабатывать деньги, это их главный интерес. И при этом их интерес и зарабатывание денег – это одно и то же. Существуют такие люди. Им не принципиально, что я буду делать, им не нужно никакую проблему решать, их это не интересует. Их интересует исключительно доход, прибыль, деньги в мою сторону. И они их получают, и им это в радость.
Например, они становятся там, трейдерами, например. Он ничего не создает, он не решает никакую проблему. Он просто трейдит и угадывает, в какой момент нужно купить акции, в какой продать. Он сидит в каких-то чатах, он наблюдает, следит, цифры. Он ничего не создает. У него ноль контрибьюшена от него в социум. Он никому не нужен. Он просто крыса, набивает себе брюхо. Но ему это нравится. Это его радость, его удовольствие в жизни. Это супер. Такие люди становятся богатыми. Потому что им интересно это делать каждый день. И это еще и равно деньги. Мне кажется, у программистов немного мы не такие люди. Мы вот немножко обречены на такое не всегда. Ну, в общем, на яхтах нам не ездить, как Джефф Безос. Но, может быть, и это и не главное. Может быть, задача в жизни – это прожить жизнь с интересом, прожить жизнь так, чтобы было каждый день удовольствие у вас было. И с утра удовольствие, и вечером удовольствие. В эту сторону смотрите. Дальше. Устроился на новую работу. Полный хаос. Тестов нет, код-ревью нет. Постановки задач нет. Говорю, напишите, что требуется. Говорят, ну вот же мы тебе сказали, а потом оказывается, что я не так понял. Что делать? Роман задает вопрос. Ну, обсуждали мы эту ситуацию много раз. Вы должны понять для себя. Вы готовы, хотите, способны менять ситуацию в этой компании? Вы готовы бороться? Или вы хотите получить удовольствие от жизни в чем-то другом? То есть вы пришли туда получить деньги и просидеть там какое-то время, просто чтобы они вас подпитывали деньгами, а вы в это время занимались своим. У вас есть, допустим, определенный путь, о котором мы говорили несколько минут назад. Вы знаете, куда вы идете, вы хотите чего-то достичь. У вас эта компания просто промежуточное звено. Вы просто временно должны пересидеть здесь и получить какой-то доход. Ну, потому что вам нужно платить за квартиру. Но вам плевать на эту компанию, на их цели, на их задачи. Они, например, делают там, ну, например, какую-нибудь трейдинговую систему, пытаются там одну акцию продать, другую купить. То есть нет никакого у вас интереса к этой конторе. Это одно. Но если вы попали в компанию, где вам важно, что там, и вы хотите что-то поменять, то вы должны понимать, что этот хаос, он не случайно там появился. Это задумка такая. Этим людям, которые там сидят, им так интересно, выгодно, необходимо, они так видят, они так любят, они такие. Это как если бы вы пришли в гости к человеку, например, а у него, ну не знаю, там шампунь весь стоит с открытыми крышечками, и у него зубная щетка лежит грязная, например, или у него на полу там кошачий корм рассыпан по всему полу. И вы начинаете ему советовать: слушай, давай уберем, давай вот возьмем пылесос, помоем, давай я тебе все баночки с шампунем закручу, давай вместе это сделаем. Ну как же жить так можно? Ну как он на это отреагирует? Ну, может быть, он посмотрит и скажет: ладно, хорошо, мы сделаем. Но он так живет уже много лет, это его среда обитания. А тут еще их и много. Вы пришли в компанию, их там целая группа. И у них там полный хаос, у них там кошачий корм по всему полу разбросан. И что такое пылесос, они не знают. А вы со своими там ожиданиями, что пол должен быть чистый. Ну, вы хотите там его убирать, этот пол, ежедневно? Убирайте, но вы понимаете, кем вы станете. Вы будете всегда предметом насмешек, всегда у вас будут видеть какого-то критикана, который пытается что-то здесь поменять for no reason. Трудно это. Вы должны менять сознание этих людей. Вы должны начать с обучения. Вы должны начать с чтения каких-то внутренних лекций. Не менять ничего. Не трогайте эти тесты. Не пишите там. Не меняйте код. А начните им рассказывать. Скажите: ребята, а давайте мы будем каждую неделю проводить книжный клуб. И на нем я буду приносить новую книгу про программирование и вам рассказывать, что я в ней прочитал. Принесете книгу и расскажете: вы знаете, вот есть там автор какой-нибудь там, Роберт Мартин, который считает, что тесты нужны. Представляете, такой вот, ну, совершенно странный автор. Ну, так он пишет. Вас все посмеются, но не над вами, а над Робертом Мартином. Скажут: ну да, Роберт, пускай он там, пусть он придет у нас, попробует пописать тесты. Пусть он увидит, как это работает. И вы вместе с ними посмеетесь. То есть они вам скажут: да как кошачий корм, он должен везде лежать. А кошки, ну как, она же разбрасывает его. Что за ним, каждый день убирать, что ли? Вот он должен лежать по всей кухне.
И вы должны будете сказать, да, ну, что, разумно, действительно, кошка-то разбрасывает, поэтому должен лежать, да, вы правы. Потом новую лекцию прочитаете, опять расскажете, что про какого-нибудь там Мартина Фаулера. А опять про тесты, они опять посмеются над вами. Но вы через 5, 6, 10 лекций что-то сдвинете. Они начнут слушать, начнут прислушиваться и говорить, слушай, ну там что-то у них изменится в голове. И они начнут писать тесты. Не вы для них, а они для вас. Но это все займет год минимум. Вы не сделаете ничего за пару месяцев. Это длинная работа. И нужна ли она вам? Задайте себе вопрос. В этой конторе. Так, спрашивают, есть ли у вас вторая половинка и живете ли вы вместе? Так, мы этот вопрос сделаем философским, на него ответим. У нас примерно уже концовка. Так, дальше. Программирование не основной вид деятельности, но я хочу больше этим заниматься, потому что нравится. Есть ли смысл идти в найм или лучше развивать свои проекты? Идти в найм, конечно. Сначала вы должны пройти длинный путь найма. Вот большинство здесь слушателей, как вы видите по вопросам, большинство это люди, которые работают в найме. Они через найм набираются опыта. Они понимают, как все устроено. Они видят, какие ошибки можно допускать, а какие нужно избегать. Начните с этого, причем лет 5 минимум. Набейте шишек, увидите, как работают другие компании. Потом вы поймете, строить свою или, может быть, и не строить. Так, дальше. Как вы считаете, можно ли оценивать QA по количеству найденных дефектов? Я думаю, что только так и можно оценивать QA. Ну вот вы опять называете тестеров QA, хотя это неправильно. Я много раз объяснял, что тестинг и QA это разные вещи. У меня есть доклад на эту тему и статья. Почитайте и увидите разницу. Я думаю, что только по количеству дефектов можно оценивать работу тестировщиков. Других я не знаю объективных критериев, которые бы могли замотивировать тестера на тестирование. Как-либо иначе оценивать его работу будет неконструктивно и будет вести к снижению производительности. Тестер должен ломать продукт, это его задача. Он должен доказать разработчику, что в продукте есть проблемы. Если он их находит, то он доказывает. Если он не нашел их, то он не доказал. Тогда зачем он нужен, тестировщик? Если он не может доказать мне, что у меня в продукте дефекты, так я и без него знаю, что там дефектов нет. Зачем мне тестировщик, который в конце недели сказал, дефектов нет? Да я и знаю это и так. Зачем тебе зарплату платить-то? Ты должен в конце недели прийти ко мне и положить на стол доказательства, что я где-то ошибаюсь. Супер, я возьму эти доказательства, исправлю эти ошибки и дам тебе новую версию. И опять скажу, дай мне новые доказательства. И, конечно, заплачу за то количество доказательств, которые ты принес мне. Они могут по-разному оцениваться. Могут быть дорогие доказательства, могут быть дешевые. Каждый дефект, конечно, имеет свою сложность по определению. Одно дело, он нашел опечатку в коде, а другое дело, он доказал, что при определенной нагрузке сервер будет давать 404 ответ, например. Это более сложное доказательство. Ставьте им весовые коэффициенты, но обязательно их считайте и оценивайте. Дальше. Существуют ли спринты в open-source разработке? То есть может ли кто-то закрыть issue баг раньше, чем другой энтузиаст, который приступил к этому раньше? Какой pull request принимается в этом случае? Не знаю, я вообще против этой идеи спринтов, если честно. Мне кажется, это какой-то немного дефективный механизм разработки, когда спринтами двигаются вперед люди со скрам-планированием, с этими ретроспективами, с планинг-покером, с морнинг-стендапами. Мне кажется, все это шапито, оно не органично в разработку, оно как будто бы синтетически создано и навязано кодером. Мы должны работать, мне нравится больше канбан-механизм, когда есть просто флоу тикетов и есть поток, этот бэклог есть, в котором рассказано все, что мы должны сделать. Мы это все кодим. В какой-то момент мы пытаемся стабилизировать версию, но это никак не связано с временными границами. Мы не будем ее каждую неделю стабилизировать. Мы просто знаем, что у нас есть некая стабильная версия, к которой мы движемся, и мы начинаем сужать скоуп и фиксироваться на этом функционале. Но по спринтам я бы в эту штуку не играл. Мне она кажется неорганичной.
И какой pull request принимается раньше. Но есть архитектор у проекта, который понимает, что в этот релиз должно войти. Он понимает, что мы движемся к такому-то числу, например, и в нем должен быть такой объем фич. Ну и он смотрит, какой pull request куда. Безусловно, лучше, если pull request будут приниматься first in, first out. Это будет более-менее честно по отношению к разработчикам, потому что там же конфликты возникают, и эти конфликты должен кто-то резолвить. Мы должны соблюдать порядок определенный, потому что иначе разработчики будут разочарованы, и будет создаваться негативная мотивация, отрицательная мотивация. Если я сделал pull request, прислал его, а его не смержили, какой-то другой смержили передо мной. То есть лучше все-таки, если задачи будут раздаваться архитекторам в той последовательности, в которой он ожидает их возврат. Но тема очень большая, я даже не могу... За пару минут мы это не обсудим. Это нужно какой-то отдельный разговор о том, как правильно управлять этим процессом. Так, тут у нас спрашивают про искусственный интеллект опять. Мы мало что можем ответить, я думаю. Так, секунду. Дальше. Идем дальше. Сори, у меня проскочило все. Много вопросов, мы все не успеваем. Я уже стараюсь коротко отвечать, но... Саша задает вопрос. Парень из Раста, это Вадим, который у меня на интервью сказал, появилась семья, конец творчеству, нам нужно только зарабатывать. Это системная проблема. Мужчин настраивают на отказ от самореализации через социальную индоктринацию. Ну, Саша тут серьезно копнул. Я думаю, что в этом что-то есть, что действительно есть такая история. Я тут согласен. Действительно, я бы не сказал самореализации. Просто для многих разные мужчины есть. Мы не должны мужчин в одну категорию складывать. Все мужчины. Есть мужчины, для которых вопрос самореализации вообще не стоит. Он не хочет самореализовываться. Он просто хочет быть жив. Вот он родился, и он хочет жить, просто выжить. И для этого ему нужна зарплата, жена, еда и рыбалка. Вот он ждет, когда будет пенсия, и когда он, наконец, закончит эту жизнь. И таких людей очень много. Я думаю, что подавляющее большинство. Есть люди, которые хотят самореализоваться. Да, у них есть более крупные задачи. Они не только на рыбалку хотят съездить, они еще хотят что-то такое создать и где-то выделиться, и кому-то что-то доказать, и что-то изменить. Есть люди, которые хотят мир изменить, еще более крупные изменения, которым даже жизнь свою не жалко отдать за свою идею. Такие тоже существуют. Но сказать, что средний арифметический по рынку мужчина хочет свою жизнь отдать за идею, сами понимаете, что это не так. Никто ни за что не хочет свою жизнь отдавать. Это просто рабы, которые влачат существование. Большинство из нас это такие мужчины. Поэтому для них, наверное, окей семья. Для них семья это некий выход. Для них семья это некое логичное продолжение их детства. В детстве он протянул как-то через школу, пробрался через институт, он как-то дожил до ситуации, и дальше он не знает, куда ему, он не хочет один быть, он не хочет сидеть один, ежедневно сталкиваясь с вопросом никчемности своего существования и своей бесполезности в целом в социуме. А семья ему дает некий ответ. Зачем ты нужен? Чтобы детей воспитывать. Зачем ты нужен? Чтобы внуков воспитывать. Ты постоянно какую-то пользу приносишь. Ты кем-то востребован. Программировать ты толком ничего такого умного не напрограммировал. На работе ты средний, в жизни ты средний, все ты средний. Но вот этим вот двум, которых ты родил, ты для них ценность определенная. А у них еще потом внуки. Так что семья – это хорошая штука для масс. Вот. И вы говорите дальше, что да, появилась семья, конец творчеству. Это, безусловно, может так быть, если не понимать, что семья должна быть для творческого человека на втором месте по приоритизации. А на первом месте должно оставаться творчество. И повезет тому, кто найдет такую семью, которая это понимает. А это непросто, потому что женщина, она, в семье, если мы говорим про мужчину, то женщина, она, ей ваше творчество, оно не каждой женщине интересно, ваше стремление. А еще если вы хотите жизнь отдать за какую-то идею, то этой женщине вообще некомфортно это слышать.
Она хочет, чтобы вы ей зарплату отдали, а не жизнь за какую-то идею. А тут вы говорите, я завтра иду на фронт защищать родину, потому что я приверженец идеалов. Она такая, что? Каких идеалов? Зарплату давай, еду давай, корми нас, защищай. Вот твоя родина, я и 2 детей. А ты на какую-то собрался войну за какие-то идеалы. Это должна быть супер женщина другого уровня, которая скажет, да, иди и умри за правое дело. Ну, вы много таких жен можете себе представить? Я думаю, что немного. Но повезет тому, кто сможет такую найти. Где такие водятся, я не подскажу. Так, дальше. Я core-разработчик софта в одной компании. Взял себе в помощь человека, который только учит язык. Какие задачи давать, чтобы одновременно научить и привыкнуть к кодовой базе наших сервисов. Давайте задачи, которые он сам себе сможет поставить. Дайте ему кодовую базу и скажите, ты должен к концу недели найти 10 багов. А в следующей неделе все 10 багов пофиксить. Это самый лучший способ изучить кодовую базу, это найти дефекты. Пусть пишет тесты. Для того, чтобы найти дефекты, ему придется писать тесты. Пишет тесты, автоматизирует. Поставьте ему задачу, к концу недели должны быть pull-реквесты, либо баг-репорты. И все. Цифрами измеряйте. Скажите, к концу недели я посчитаю, сколько было того и другого. Но проще всего ставить задачу на самообучение и нахождение проблем. Дальше. Как Россия сможет создать конкурентоспособные IT-сервисы и технологии, если США далеко впереди, и при этом нужно еще и конкурировать с Китаем? Да никак не сможет. Нет у нас таких перспектив. Мы не можем в таком малом размере, в таком малом масштабе создать прям конкурентоспособные. Мы можем где-то какие-то мелкие прорывы делать, мелкие такие всплески. Вот у нас есть ряд компаний, тот же Сбер AI, например, тот же Яндекс, мы их все знаем, которые делают какие-то такие точечные всплески у них происходят, на каких-то конференциях они что-то публикуют, такое, что, можно сказать, вполне себе котируется. Но с тем же OpenAI, и Google, и Meta, это просто несравнимо. Это как... Это на несколько порядков там все крупнее, и, конечно, никакой конкуренции речи не может идти. Мы должны просто найти, как я уже говорил, мы должны найти способ все-таки интегрироваться в международную систему. Чем больше мы изолируемся, тем у нас меньше шансов. Даже у Китая мало шансов быть конкурентом США. При всем их желании, при том, что они делают всякие дипсики, но все это тоже на порядок они меньше. Вот прям в 10 раз. Это нужно время, это нужно десятки лет, это должна сформироваться экосистема инвестиционная, должна быть культура инвестиций в технологические стартапы. Вот я вчера слушал в онлайне, слушал в Сколково презентацию стартапов с целью получения инвестиций. Все в 100 раз мельче, чем это выглядит в той же Калифорнии. На 2 порядка. Все мельче, все меньше, и все выглядит, конечно, очень доморощенно и локально. И, конечно, очень жалко ребят, которые полны энергии, они явно могут сделать большое, но их так закрыли в этом инкубаторе, в маленьком, называемой одной страной, что им и деться-то некуда. Дальше. Много лет индустрия движется все более к абстрактному программированию. Но, может быть, нужно наоборот, от смузи программирования с виртуальной машиной вернуться к заклинанию кода. Может быть, Илья, может быть. Но думаю, что этого не случится. Я думаю, что уровень абстракции будет повышаться, и мы будем уже программировать даже не на уровне машин, а на уровне картинок, квадратиков и так далее. Дальше спрашивают, скажите, получилось ли у вас реализовать на практике ваше видение менеджмента, или это идеал, к которому необходимо стремиться? Получилось, вполне себе получилось, и мы имеем даже решение для этого, называется Zerocracy. Зайдите, посмотрите, подключитесь к каналу, группе в Telegram Zerocracy. Мы имеем решение, которое позволяет оценивать contribution программиста объективно. Не в строчках кода, но объективно.
И мы сами пользуемся этим решением и понимаем, как это должно работать. И вы можете тоже у себя в проекте его подключить, это бесплатно, и посмотреть, как ваш проект, ваш contribution, ваша команда будет оцениваться в формате цифр. Так, ну, я, к сожалению, должен все это завершать, хотя вопросов много, но у нас час вышел. Философский вопрос, мне кажется, мы затронули. Вы спросили у меня насчет... сейчас я перепрочитаю вопрос. Как же он звучал? Есть ли у вас вторая половинка и живете ли вы вместе? Лев спрашивает. У меня есть вторая половинка, но мы не живем вместе. И я уже как-то говорил о том, что жить вместе кажется мне неправильным форматом отношений. Это... Я вообще думаю, что совместное проживание и там, совместная спальня, одна ванна, один туалет – это все от бедности. Это все от того, что нет пространства, от того, что не хватает территории, не хватает... Ну, условно говоря, если вы очень богат, то вы живете в замке, и в этом замке 30 комнат или там, не знаю, 2 флигеля, 30 комнат, конюшня, и, конечно, ваша жена живет в одном конце замка, а вы живете в другом, и встречаетесь на завтрак, а может быть даже не встречаетесь. Если у вас чуть поменьше денег, вы живете в большом доме, в котором 6 комнат, и тоже ваша жена спит в одной комнате, а вы спите в другой, и встречаетесь, да, на завтрак и на ужин. Если у вас еще меньше денег, то вы живете в 2 квартирах. Она живет на этаже выше, вы живете на этаже ниже, и вы иногда встречаетесь или каждый день встречаетесь. Если у вас еще меньше денег, вы живете в одной квартире. Если еще меньше денег, вы снимаете комнату. А если еще меньше денег, то вы снимаете ночлежку, вы снимаете, как это называется, хостел, и спите просто на одной кровати. Это все от объема денег. И стремиться к этому, и говорить, что мы хотим жить вместе, это вы фактически напрашиваетесь на более, на заведомо более некачественное существование. Так это, вот, так сказать, в мировом масштабе, в историческом, можно увидеть, как жили люди от богатых до очень бедных. Вы же при тесном контакте со второй, как вы говорите, второй половинкой, вы же снижаете уровень интереса друг к другу. Вы теряете интригу, вы теряете загадку, вы теряете влюбленность, теряется очень интенсивно, быстро. Даже если вы очень стараетесь и пытаетесь сохранить эту интригу, то она уйдет. Так что если я могу вам дать совет, то совет именно такой. Любите, но держите дистанцию. Тогда любовь проживет дольше и ярче. Все, на этой конструктивной, я считаю, ноте мы можем заканчивать. Я благодарю всех, кто пришел. Увидимся в следующую пятницу. Надеюсь, я вам что-то сказал полезное, чем-то помог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Надо об этом сказать обязательно. Каждый ваш лайк, он помогает нашему видео